Тебе 6, 7, 8 или около того лет, ты глядишь на своих родителей и восхищаешься ими, тем, какие они взрослые, сильные, как много всего понимают и умеют. Папа водит машину, мама может вылечить любую болячку на свете, и оба они превосходно знают, когда тебе пора в кровать. Ты представить не можешь, что однажды станешь таким же большим и серьезным, как они. Нет, это невозможно. Слишком уж непостижима пропасть между твоим игрушечным мирком, где все понарошку, и их взрослым, громадным, не поддающимся разумению миром. Но каким-то чудом ты вырастаешь, глядишь на определение взрослого человека в словаре и с ужасом понимаешь, божечки, так это я. Но когда это успело произойти? И знаешь, в чем неувязка? В том, что в твоей жизни не было какого-то одного конкретного момента, когда все разделилось на «до» и «после», и ты стал взрослым. То есть формально твое взросление не наступало никогда, но тем не менее, посмотри на свое отражение в зеркале, детина. И теперь ты вынужден соответствовать новому статусу. И ты соглашаешься поиграть по их правилам совсем немного, чтобы тебя не раскрыли. Поступаешь в университет, находишь работу, платишь коммуналку, и с каждым годом у тебя получается все лучше и лучше. Большие дяди жмут тебе руку, совсем как взрослому. Тебе выдают водительское удостоверение и даже, вот идиоты, переводят деньги ежемесячно. Ты подмигиваешь себе в зеркале. Эка я их всех ловко дурю. Вот прикол. Но знаешь, в чем главный прикол и тайна этого взрослого мира, о которой они не говорят? Если нет, то сейчас начнешь понимать. Одним неспокойным осенним днем 1952 года на борт канадского эсминца, патрулировавшего воды Желтого моря, были доставлены 16 тяжело раненых солдат. К счастью, среди членов экипажа оказался военный хирург Джозеф Сир. Он тут же распорядился подготовить раненых к операции, а сам удалился в каюту и запер за собой дверь. И угадай, чем он там занялся. Схватил медицинский учебник и устроил себе экспресс-курс по хирургии. А ты думал, это ты готовишься к экзаменам в последний момент? Подержи-ка пиво Джозефа. Более того, звали этого парня совсем не Джозеф и даже не Сир, и никакого отношения к медицине он отродясь не имел. Знакомьтесь, Фердинанд де Мара, который через 20 минут войдет в операционную, возьмет в руки скальпель и, решив про себя, чем меньше надрезов я сделаю сейчас, тем меньше зашивать потом. Вполне резонно, согласитесь. Спасет жизни 16 солдатам, то есть всем, ни единого промаха. Блестящая работа, док. Каково же будет удивление матушки Джозефа Сира, того самого оригинального, у которого де Мара позаимствовал личность, когда в одной из газет она прочитает о триумфальных заслугах своего сына. И, конечно же, неприятно удивиться, обнаружив на фотографии не любимого сынулю, а вообще непонятно кого. Последует разбирательство, в результате которых, конечно же, обман де Мары раскроется. Но ВМС Канады не станут выдвигать против лжехирурга обвинения и отпустят его на все 4 стороны. Позже де Мару настигнет необычайная слава. Его историю опубликуют в журналах, ему начнут приходить сотни восторженных писем, о нем напишут книгу и снимут фильм. А вот теперь скажите мне, был бы такой резонанс, если бы на месте человека, выдающего себя за Джозефа Сира, оказался бы сам Джозеф Сир? Что-то мне подсказывает, что нет, потому что людей здесь привлекла и покорила не сама успешная операция, мало ли талантливых врачей ежедневно по всему миру спасают жизни, а то, что она удалась человеку без специального образования и какого-либо достаточного опыта. Как скоро окажется, перевоплощение в доктора далеко не единственное в биографии де Мары. В его послужном списке и роль учителя, и адвоката, и инженера-строителя, и монаха. Мужик менял скины как перчатки и преуспевал практически во всем, за что брался. Самозванец! От самозванца слышу! Вот так. Да, людей в истории де Мара покорили не столько его таланты, сколько авантюрное удальство его похождений, уверенность и дерзость, с которыми он выдавал себя за других. Но главную роль, как мне кажется, сыграла наша подсознательная тяга к самозванцам и восхищение их проделками, чему отчасти и обязана популярность этой темы в массовом искусстве. Почему же нас так привлекают их истории? На это есть... Нет. Всего 2. Нам с детства навязывают правила и нормы поведения, многие из которых порядком удручают и набивают оскомину. Пока не съешь суп, не получишь сладкое, будешь плохо учиться, не поступишь в университет, не закончишь университет, не найдешь хорошую работу, не сдашь вовремя квартальный отчет, не видать тебе повышения. Да, наша жизнь упакована в тесный лабиринт из рамок, некоторые из которых так сильно давят на грудь, что порой не продохнешь. Счастье и мечту нужно обязательно заслужить, проделать энное количество шагов, набить столько-то очков опыта, и пока все эти условия не выполнены, следующий уровень так и остается заблокированным. Когда же кто-то плюет на табу и вопреки всем должен и нельзя срезает путь, наша первая реакция – детское недоумение, скрытый восторг. А что?
Разве так можно? И наполненные завистью мы глядим на то, как наш одноклассник Андрюха, прикинувшись в медпункте больным, с ликующим видом сваливает из школы. Или то же самое чувство, когда кто-то уходит с опостылевшей работы и начинает заниматься чем-то новым, что приносит ему больше радости и зачастую к тому же и денег. А мы остаемся там, где были, и не понимаем, как так можно раз и перевернуть привычную жизнь, просто сбросить надоевшую маску и выбрать новую. В основе этой неповоротливости лежит впечатанное в наш мозг избегание нового. Мозг найдет 1000 оправданий, чтобы сохранить статус-кво. Идеальным решением, способом обмануть мозг, было бы попробовать новое, при этом не бросая старого, чтобы не нужно было ничего вкладывать и ничем рисковать. Но разве так можно? Представляешь, да? Образовательная платформа Skillbox открывает 7 дней бесплатного доступа к онлайн-курсам и интенсивам. Попробовать себя в новой профессии можно по следующим направлениям: программирование, дизайн, маркетинг, игры, управление, мультимедиа. Повторю, абсолютно бесплатно, и под бесплатно понимается, ты удивишься, бесплатно. Ни сейчас, ни потом за этот 7-дневный доступ ничего платить не придется. А только конь наш, он нам денег должен. При этом бесплатные модули являются частью полноценной программы, то есть лучше возможности лично все проверить, испытать, понять, насколько тебе подходит выбранное направление, трудно представить. Ну и теперь ты меня, наверное, спросишь, как же получить бесплатный доступ к курсам? А я тебе отвечу. Ну, во-первых, перейти по ссылке в описании, выбрать курс, к которому у тебя душа лежит, заполнить заявку и получить письмо с приглашением в систему обучения Skillbox. И все, на целых 7 дней ты сможешь почувствовать себя Go-разработчиком, саунд-дизайнером или даже дизайнером одежды. Не понравится эта роль? Ну, что же, ничего страшного, значит, не срослось. А если все пойдет как надо, возможно, это станет одним из самых удачных перевоплощений в твоей жизни. Мы симпатизируем тем, кто похож на нас. Но что общего у тебя и Демары? Ощущение, что ты не тот, за кого выдаешь себя, и тебя вот-вот выведут на чистую воду. Что все твои достижения — это фикция, мыльный пузырь, что тебе просто очень сильно повезло, и ты не заслуживаешь текущее место и статус. Скажи, тебе это знакомо? По некоторым оценкам, около 70% из тех, кто смотрит это видео, хотя бы однажды в своей деятельности испытывали это состояние или испытают его в будущем. И имя ему — синдром самозванца. О, Тим, это были одни из самых ужасных выходных. Я чувствовал себя таким недостойным. Фраза, сказанная британским биохимиком Полом Нёрсом своему коллеге Тимоти Ханту, как раз вскоре после известия о присуждении им Нобелевской премии мира. Первая проблема любого, даже самого незначительного успеха – это постоянное ощущение, что ты совершил что-то такое, что сошло тебе с рук. И теперь в любой момент тебя могут вывести на чистую воду, делится своими переживаниями Нил Гейман, английский писатель, лауреат множества литературных премий и наград. Я всегда представлял себе, что раздастся стук в дверь, и на пороге будет стоять человек, а в руках у него папка с зажимом. Я не знаю, зачем ему папка с зажимом, но именно так он выглядел в моем воображении. И он скажет мне, что все кончено, меня разоблачили, и теперь мне придется найти настоящую работу. Да-да. Чепцов Денис? Да, это я. Не знаем, какой хуйней вы тут занимаетесь, вам пора найти нормальную работу. Блин, пап. Ну я как бы видео снимаю. Я тебе не отец. А один парень вообще жаловался, что раздутое почитание его трудов заставляет его думать о себе как о невольном мошеннике. И этим парнем был, вы не поверите, Альберт Эйнштейн. Как видишь, даже великие не застрахованы от этого неприятного чувства, а наоборот, хоть сколько-нибудь значимое для тебя достижение или признание оборачиваются гложущим беспокойством, что все это тебе досталось незаслуженно, что ты всех обманул и не имеешь никакого морального права наслаждаться доставшимися тебе привилегиями. Синдром самозванца может распространяться на другие сферы жизни, помимо профессиональной, например, на отношения. Когда вы уже встречаетесь несколько месяцев, а ты все равно каждое утро с содроганием ждешь, что вот она откроет глаза, увидит тебя на соседней подушке и спросит: парень, а ты вообще кто? Коротко говоря, синдром самозванца – это сверлящее ощущение, что ты не заслуживаешь своего счастья. И вот синдром самозванца становится самоосуществляющимся ожиданием, порочным кругом. Постоянный страх облажаться и выдать себя, сомнения в реальности, своих способностей и положительных сторон делают тебя скованным, менее продуктивным, склонным чаще совершать ошибки. И это только сильнее утверждает тебя в убежденности, что ты проходимец и не заслуживаешь отведенной тебе роли. Прокрастинация и болезненный перфекционизм идут с синдромом самозванца бок о
об бок. Это два крайних проявления попыток индивида хоть как-то справиться с постоянным страхом ударить лицом в грязь. Прокрастинация в этом случае рационализируется следующим образом. На проект тебе отводится, скажем, 3 недели, и 20 дней из этого срока ты пинаешь хрен. А вот на 21-й, ближе к вечеру, оголтело хватаешься за работу. Знаешь почему? Потому что ты боишься, что твою работу раскритикуют, и если бы ты выполнял ее, как полагается, равномерно в течение всего отведенного времени, это означало бы, что ты использовал максимум возможностей, и весь этот максимум ничего не стоил. Твою работу все равно раскритиковали. И для тебя, и так сомневающегося в собственной компетентности, это стало бы настоящим ударом. А вот если ты все делал в последний момент, ты получаешь замечательный путь отступления на случай провала. Мои способности тут ни при чем, просто я ленивая задница. Но вот что еще более интересно. Если все пройдет как надо и твою работу похвалят, это только еще сильнее подпитает твой синдром самозванца. Ведь выходит, что ты ни черта не старался, а им все равно понравилось. Ты снова всех обманул. Поздравляю. Тебе просто повезло, но вот в следующий раз, когда удача отвернется, тебя уж точно возьмут за жабры. Перфекционизм еще более очевидная реакция на это состояние. И об этом атрибуте синдрома самозванца, вы уж поверьте, я вам могу рассказать как никто другой. Я бы мог выпускать видео гораздо чаще. Я, правда, ставлю перед собой сроки, чтобы окончательно не погрязнуть в бесконечном выравнивании и отшлифовке материала. И... в общем, не укладываюсь в эти сроки, потому что я по 10 тысяч раз переснимаю дубли, например, это уже 3-й дубль, мать его так. Выверяю громкость фоновой музыки до 10 доли децибела, чтобы с одной стороны ее было хорошо слышно, а с другой, чтобы она не перебивала голос. Такая мука. Проверяю орфографию всех надписей и подписей в видео, потому что, согласитесь, это было бы довольно глупо делать научно-познавательный контент и ложать в правописание. Вношу коррективы, которые ни один, даже самый занудный и въедливый зритель ни за что не заметит. Перфекционизм на фоне синдрома самозванца возникает из ощущения, что твоих способностей и навыков недостаточно, и чтобы соответствовать хотя бы самому средненькому и убогенькому стандарту, ты должен выдавить из себя все до последней капли. Но почему мы чувствуем себя самозванцами? Что и когда пошло не так? По одной из версий, это состояние берет корни в раннем возрасте и развивается у детей, которые были подвергнуты воспитанием полярных стилей. Кого-то критикуют за каждый крошечный недочет и закладывают в нем мучительную неуверенность до конца дней, а кого-то, наоборот, осыпают похвалой с головы до пят просто за то, что он сегодня сытно покушал и не запихивал кота в микроволновку. И тогда ребенок начинает сомневаться в заслуженности какой-либо похвалы вообще. В одном из прошлых роликов мы говорили про эффект Даннинга-Крюгера. Его смысл в том, что люди с низким уровнем квалификации не могут объективно оценить ни сложность задачи, ни собственные навыки и берут на себя больше, чем в состоянии вывести. Но представляете, люди с высоким уровнем квалификации тоже не отличаются объективностью оценки. Они склонны преуменьшать свои знания и умения, считая других более компетентными. И такое восприятие, как ты понимаешь, становится очень плодородной почвой для синдрома самозванца. Мы знаем свои недостатки, странности и слабости, как никто другой. Такие вещи, о которых не догадываются даже наши самые близкие, с кем мы живем под одной крышей. Мы имеем удовольствие наблюдать за нашими тараканами в голове и скелетами в шкафу ежедневно из первого ряда во всех стыдных подробностях. Потом мы смотрим на других и видим лишь внешнюю сторону их жизни. Только сам отполированный успех, а все трудности, сомнения и страхи на пути к нему остаются за пределами нашего поля зрения. Твоя жизнь — это как нарезка блуперов, неудачных дублей, с редкими перерывами на что-то плюс-минус, что не стыдно показать маме. Жизнь других — премьера на большом экране, где цветокоррекция уже выполнена, ляпы вырезаны, а прыщи замазаны. И тогда, сравнивая себя и других, мы приходим к неутешительному выводу, что не годимся на роль успешных людей, у которых все получается так легко и играюще. Мы же какие-то дефектные, фриковатые, не от мира сего, у которых все всегда не слава богу. И если однажды удача все-таки жалится надо мной, и я окажусь в их рядах, это будет означать лишь одно: я всех обманул. Я не тот, за кого меня принимают. Нам даже в голову не приходит, что огромное количество других людей, даже с виду уверенных в себе, состоявшихся и почитаемых, также под завязку напичканы сомнениями, самоедством, всякими бзиками и понятия не имеют, что со всем этим делать дальше. Это называется феноменом множественного невежества, когда незнание о внутренней, подспудной жизни других людей, о том, что у них творится в головах, заставляет нас делать ложные выводы и искажает нашу картину реальности. Помните, 70% людей страдают
страдают от синдрома самозванца. И есть основания думать, что это весьма и весьма заниженные данные, потому что получить подобные сведения можно лишь путем опроса. А каждый ли согласится признаться, что он менее компетентен, чем о нем думают, и поставить под угрозу образ успешного, самодостаточного человека, так превозносимый в западной культуре. Правда, это немного меняет представление о нашем серьезном мире. И все эти мрачные люди вокруг, и Дума, и президент. И тут за долгие годы мне стало наконец ясно, что имел в виду мистер Фриман в серии «Где угодно и когда угодно». Возможно, совсем не это, но притворимся, что это. Речь, конечно, никакой не о мастурбации, а о натягивании серьезной, взрослой, благовоспитанной маски при всем безобразии внутренних слабостей, ненормальностей и причуд, кишащим под ней. О, этих масок огромное множество. Мы не просто самозванцы в отдельно взятой области, мы тотальные, хронические, вездесущие самозванцы. Ты же наверняка замечал, в разных обстановках ты разный, с разными людьми ты тоже разный. Какая ты двуличная, Райса Васильевна. Вот ты мне говорила совсем другое в глаза, а на камеру говоришь другое. Вот, например, один Денис, что попроще, это для друзей. Другой, уже с утонченным, как ему хочется думать, юмором, это для общения с противоположным полом. Вот и еще один, несмотря на уже различаемое вдали 30-летие, мальчишка, принесший очередную тройку за четверть. Это с родителями. А вот версия для съемок. Тут мы себя строим зашибенного эрудита, срывающего покровы. И самое главное, что все эти образы меняются автоматически, без нашего сознательного усилия, даже не спросив разрешения. Такое ощущение, что не ты играешь эти роли, а они тебя. Последний же и главный вопрос на сегодня – реально ли излечиться от синдрома самозванца? И может кому-то этого не нужно делать вообще? Как видишь, он слишком глубоко впечатан в нашу природу, чтобы от него можно было просто отмахнуться. Но если решиться на прыжок веры и принять, что другие люди, даже те, которыми восхищаются и которым стремятся подражать, порой чувствуют себя такими же уязвимыми, отчужденными и недостойными, то приходит потрясающее откровение. Оказывается, с тобой все в порядке. И если ты окажешься на их месте, ты будешь не жуликом, не аферистом, скрывающим о себе неприглядную правду. Ты будешь нормальным. Как ни странно, полезно будет вспомнить, что всем на тебя плевать. В психологии это зовется эффектом прожектора, когда кажется, что ты как будто стоишь посреди сцены, и все взгляды прикованы только к тебе, и зрители, затаив дыхание, ждут, когда же ты ошибешься и выкинешь новую глупость, чтобы освистать тебя и закидать помидорами. Тогда как на самом деле все вокруг озабочены только собой, только своим выступлением, только тем, что о них подумаешь ты, ну и остальные. Можно помочь и им, тем, кто рядом. Если у тебя случаются приступы синдрома, просто поделись с ними своей тайной, ну или этим видео. Им точно станет легче. Ведь синдром самозванца прочно связан с чувством оторванности от всех. А если все вокруг самозванцы, а не только ты один, это уже не мошенничество, это карнавал. Когда тебе нравится, как кто-то выполняет свою работу, не принимай это как должное. Сделай комплимент этому человеку, не как обычно отметив это про себя, но выскажи вслух свое искреннее восхищение его мастерством. Например, уличному музыканту. Возможно, именно твои слова помогут ему прекратить притворяться хорошим гитаристом, а, наконец, стать им. Ну или он в ужасе подумает: боже, я обманул и этого бедолагу. А вообще, даже в таком неприятном и подавляющем состоянии, как синдром самозванца, можно отыскать что-то положительное. Например, неусыпную мотивацию двигаться вперед и совершенствоваться, чтобы тебя не разоблачили и не надавали по заднице. И если мы действительно постоянно притворяемся, то почему бы не притвориться чем-то большим, убедить себя, окружающих и в конечном счете саму реальность, что ты лучше, сильнее, талантливее, чем ты есть, что на самом деле ты не стесняешься. Для тебя выступить на сцене перед большой публикой – это вообще расплюнуть. И кто сказал, что у тебя нет способности к математике? Ты, мать его, не раскрывшийся Джон Нэш. Только пока еще без шизы. Конечно, навыки и знания не придут сами по себе, но подобное восприятие подготовит тебя к их освоению, снимет внутренние зажимы и ограничения. Только, пожалуйста, без перегибов типа «а притворюсь-ка я Суперменом». Гравитации плевать на всю эту психологию и самоосуществляющиеся ожидания. И если все это лишь нескончаемая череда масок, лишь затянувшаяся детская игра во взрослых, есть смысл выбрать самую интересную и любимую игру. Ведь это игра в твою жизнь. Только вдумайся, в каком забавном мире мы живем. В мире, где каждая личность – это не точка на графике координат, а скорее размытая клякса. В мире, где вопрос «кто я?» не подразумевает единственно верного ответа, если подразумевает какой-то ответ вообще. В мире напуганных детей, изо всех сил пытающихся убедить друг друга, что они взрослые.
И знаешь, в таком мире совсем нетрудно признаться. Меня зовут Денис. И я... Самозванец.